Так, вот прохожу веревочкой и буду закрывать ряд. Так, чтобы было, во-первых, куда заправить вот эти трубочки, кончики. Во-вторых, чтобы ситец не распустился. Так. Вот краешек. Вот так. Сейчас я вот эти трубочки сюда заправлю. Вот такая крышечка получается. Так. Все, заправляю сейчас вот так сюда трубочки. Вот сюда, под стойчики. Вот так же, как вот здесь. Вот такой ряд получился, видите? Вот такая крышка будет у шкатулки. Так, ну вот, посмотрите, пожалуйста, вот такая крышечка получилась. Теперь крышечку отгибаем. Вот так. И заправляем стоечки вот здесь вот у краешка. Точно так же. Ну, лучше в эту сторону. Начиная отсюда и сюда закончить, чтобы одинаково получилось. Так же, как и там, на той стороне. Сейчас я трубочки заправлю и покажу вам, что у меня получилось. И все, и можно будет потом тогда уже форму вытаскивать и начинать думать о том, как сплести вот эту часть здесь и перейти на хвостик. Так, ну вот я вытащила уже форму. Вот такая крышечка получилась от шкатулочки. Вот так. Значит, это пока можно. Сюда можно резиночку одеть, чтобы крышка на место встала. Не раскрывалась и не мешала. Сейчас я. Так, теперь нам нужно сделать заднюю часть вот тигренка. И мы должны точно определиться, вот так как шкатулка будет вот так лежать, это же уже крышка определила нас, значит, вот здесь вот относительно крышки выбираем середину, вот она середина, вот, и начиная вот отсюда, вот, допустим, 5 трубочек, на которых будем потом определяться, что здесь будет хвостик. Вот он. Пусть это будет 5 трубочек. Вот так вот я их пока возьму на прищепочку. И начинаем вот что делать. Не меняя рисуночка, наклоняем трубочки сюда вовнутрь. Да, надо было трубочку поменять на другой цвет. Так, сейчас я вот здесь заменю трубочку. Так, проходим веревочкой, наклоняя трубочки вот сюда в серединку. Определяемся вот тем, что вот она трубочка средняя из 5. Вот. На ней мы будем заворачивать, каждый раз отступая по одному стоячку. То есть нам нужно вот с помощью вот этих стоячков подняться вот сюда вот так вот наверх. Вот так. Потому что хвостик, он же должен вот отсюда идти. Он же не может из середины идти. Поэтому я вот сейчас возвращаюсь обратно веревочкой. Все время прижимаю трубочки к серединке. Так. Обратно, когда буду идти, вот черными трубочками еще раз, да, возьму и сдвою свои стоячки.
пройду оранжевыми трубочками и потом обрежу. По одному стоячку вырежу, потому что здесь уже становится все плотно, 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 и уже количество стоячков как бы нужно уменьшать. Так вот, я дошла до средней стоечки, на которой вот разворачивалась в прошлый раз. Поворачиваю на этой стоечке и уже прохожу так, что прихватываю сразу 2 стоячка вместе. И, естественно, тихонечко наклоняю трубочки вовнутрь. Так. Вот, обратно пойду, еще раз черной трубочкой пройду назад, и потом уже прям этим вернусь оранжевой трубочкой и обрежу все. В каждом сдвоенном стоячке трубочку вырежу. Так, вот она, вот моя середина. До нее я уже не дохожу. Разворачиваюсь. Прохожу обратной веревочкой. Вот так, наклоняя в серединку. Трубочки. Вот так. Сейчас до конца ряда дойду и обрежу лишние стоячки. Так вот, каждый последующий ряд мы не доходим одну трубочку, возвращаемся назад. Так. И стоячки все больше и больше наклоняем в горизонтальное положение. Возвращаемся назад. И как только закончатся все трубочки, вот эта часть у нас уже что сделает? Закроется, и потом выйдем уже на хвостик. Ну, вот в результате у меня получилось вот так. Это задняя часть, вот этот хвостик. И теперь я уже оплетаю по кругу. И здесь вот надо посмотреть, еще, наверное, придется вырезать трубочки, потому что хвостик. Ну, собственно говоря, вот здесь у основания он еще должен быть такой, более-менее такой толстенький. Вот сейчас я снова одену черные трубочки. И хвост он тоже, он полосатый. И поэтому вот на этих трубочках сейчас вот выведу хвост для тигренка. Вот так. Так, ну вот хвостик у тигра он такой же, без кисточки. Не такой, как у льва. Вот так вот я его завершила. И поведение тигренка, маленького тигренка, мне практически такое же, как и у котенка маленького. Поэтому хвостик будет вот так вот кверху торчать. Вот такая у него крышка. Здесь резинка просто у меня. Вот. Сейчас мы будем делать ноги, лапы с одной стороны, с другой стороны. Они будут лежать вот так вот горизонтально. Вот. И потом уже, когда лапы будут готовы, сориентируемся, какая будет у него по размеру голова. Так, ну, вот одну лапку я уже сделала. Хочу обратить ваше внимание. Значит, у тигренка, если он лежит вот так, лапки у него, то подушечки бывают сверху. Если он вытянет лапки вот так. Можно, если захотите, сделать вот так. Вот таким образом можно сделать. Но пока что будут вот так лежать мои лапки. Вот. Как сделать такую лапку, чтобы здесь была белая, а здесь оранжевая, сейчас я вам покажу. Значит, я набираю стоечки, 5 штук, 5 стоячков. Вот резиночку опускаю. Здесь же все открывается. Вот, пожалуйста. Сюда можно вовнутрь спокойно засунуть руку и спокойно протаскивать стоячки. То есть я их протянула изнутри и набрала вот так
5 штук стоячков. Вот этот 5-й стоячок, он общий. Вот эта трубочка общая сюда пошла и сюда. Чтобы сделать нечетное количество стоячков. Вот таким вот образом. Вот так. Вот еще 2 стоячка. И еще 2 стоячка. Вот сюда сейчас притяну. Так, получается 5 стоячков. Ну, вот сюда вот сейчас вытяну еще один стоячок, даже вот сюда подальше. Вот так. Ну, здесь по кругу начинаю веревочкой оплетать. Сначала оранжевыми трубочками, потом черными трубочками, потом снова оранжевыми. И вот когда до этого места дойду, как это сделать, я сейчас вам включусь и покажу. Так вот, обратите внимание, я сейчас уже вот до этого уровня дошла, плетя по кругу. Теперь сюда наращиваю вот светлую трубочку, сюда оранжевую. Начинаю со светлой трубочки. Заворачиваю. И вот на этих 3 стоячках прохожу светлой трубочкой. А этой трубочкой прохожу оранжевой. Вот на эти стоячки прохожу оранжевой трубочкой. То есть, смотрите, здесь я заворачиваю оранжевую, здесь поворачиваю белую. Вот так. Здесь белую поворачиваю. Вот. Теперь оранжевой сюда вот так вот дохожу, оранжевой трубочкой. Вот. И заворачиваю вот на этой. То есть каждый раз на одной и той же трубочке заворачиваю. Прохожу оранжевой трубочкой. Вот так. И здесь вот на этом стоячке заворачиваю оранжевую трубочку назад. Вот так. Беленьким сюда вот так догоняю. Поворачиваю на этой же самой трубочке светлой белой трубочкой. Так. Здесь повернула. Оранжевую возвращаю назад. Так. Здесь поворачиваю оранжевой трубочкой. Здесь поворачиваю оранжевой трубочкой. То есть у нас должны быть вот таким образом сложиться плетение. Оранжевая трубочка, светлая трубочка. Оранжевая трубочка, светлая трубочка. Вот на этих самых стоячках, на крайних, вот белой завернула. Теперь прохожу оранжевый. Так, оранжевый завернула. Прохожу оранжевой трубочкой. И оранжевую завернула. Теперь белую трубочку вдогонку. Светлой трубочкой получается всего 3 стоячка. А оранжевой получается 4 стоячка. То есть та сторона как бы немного... Так, правильно. Здесь вот так. Вот так. И все. Вот белую трубочку сюда опускаю. Закрываю ее оранжевой. И уже заканчиваю оранжевую тоже. Так. Еще один ряд прохожу. И здесь уже оранжевую трубочку просто-напросто вот сюда, вот таким вот образом сейчас заправлю вовнутрь. Просто вот так вот вытащу ее сюда, насколько это возможно.
И можно будет начинать делать коготочки. Вот так. Значит, поскольку вот мне так кажется, что все-таки 4 пальчика. Вот. Видите? Подравниваем все. То одна трубочка у нас получается вот здесь лишняя. И как я сделала коготок. Вот эту трубочку сначала до конца вот так вот довела до уровня, который нужно мне будет обматывать. То есть начинаю двойную сразу обмотку делать. И свою собственную трубочку тоже закручиваю. Вот окручиваю пальчик. Создаю. И вот здесь вот в конце я его заправляю вот так. И подклеиваю, чтобы не распустился. Подклеиваю. Ну, смотрим, выравниваем, чтобы одинаково было. Чтобы одна нога не получилась длиннее другой. Вот так. И теперь здесь вот таким вот образом вот эту трубочку обрезаю, чтобы создался эффект коготочка. Теперь вот эту трубочку, что я отрезала, я ее вот сюда подставляю. Вот так. Подклеиваю. Неважно, либо эту трубочку начинаю обматывать, либо вот этой трубочкой начинаю обматывать. В зависимости от того, как состояние самой трубочки, как удобнее которой обматывать. Обматываю коготочек. Ну, я думаю, что все понятно, да? В следующий раз доделаю все пальчики, покажу вам, что у меня получилось. Так, ну, вот такие вот лапки получились задние. А передние все то же самое, только наоборот. Значит, белая будет снизу, а оранжевая будет, или черная хотите, будет сверху. Но лучше оранжевая, потому что так как сами по себе ноготочки у нас получаются вот черные, то лучше всего, конечно, заканчивать оранжевыми, а черными ноготочки оставить. Вот так. На оранжевом фоне черные ноготочки будут смотреться нормально.